Что делать в субботу в 7 утра на крыше родного дома? Конечно же, пить виски. Не сочтите это за призыв к действию. Хочу сказать большое спасибо Валерию Фокину, который любезно предоставил бутылку к исследованию. Спасибо, Валера, большое спасибо. В Челябинске мы с ним встретились и познакомились лично. Валерия Фокина наверняка многие знают по виски-сообществам. Также большое спасибо тем, кто донатит, тем, кто оказывает финансовую поддержку канала. Ее можно сделать вот здесь сразу же под этим видео есть ссылочка. И большое спасибо Руслану Каплуну за первый донат. Большое спасибо, Руслан получил, все в порядке. Все финансы пойдут исключительно на развитие канала. Сегодня мы поговорим о независимом ботлере Claxtons. Claxtons — это независимый британский ботлер, основанный в 2015 году. Около 250 бутылок на сегодняшний день можно найти разных розливов на Whiskey-Base. Склады находятся в шотландском Лоуленде, в муниципальном районе Дамфрис и Гэллоуэй, а центральный офис находится в Англии, в графстве Йоркшир, в городе Рипон. Как обычно, британцы накрутили всего самого-самого. Здесь логотип компании, на котором изображена латинская буква C, начальная буква фамилии, это семейная компания. Здесь изображены географические широта и долгота местонахождения складов компании в Лоуленде, а также здесь изображен геральдический лев. Не подумайте, что это английский лев, нет, это лев с шотландского королевского флага. На шотландском королевском флаге лев изображен с синим языком, однако на логотипе компании у льва язык отсутствует. Сознательно ли или случайно отсутствует язык, непонятно, однако он был синий и он был вырван, ну, по крайней мере, на логотипе. Директор компании отнюдь не Claxton, это Том Роскомс. Только послушайте, как он говорит. Okay, so it's you actually put hands on and you actually work with the spirit. So it's not only not buying only a cask and just putting in a bottle and Absolutely not. Okay. Absolutely not. And how do you Absolutely make not. these decisions? Because like I can imagine like you can say it's gut feeling. Well, Or wouldn't it be brilliant if there was a sort of mathematical logarithm to these things? But no, such a thing doesn't exist. It's a team consensus. Everyone contributes in our team. The warehouse manager Martin Burnett, my partner Adrian Hoos, all of the warehousing staff, the bottling team. They all contribute to the selection process essentially to add their little bit of expertise and philosophy and their own ideas and input to make sure that we get, a supportive consensus on these. И действительно, ботлинги Claxton'ов имеют довольно высокие оценки на Whiskey-Base. Самые топовые довольно доступны, их можно приобрести по довольно приятной цене, в районе 100-200 евро, 90-бальные виски. Первое место занимает 26-летний Бен Невис, и сегодня его можно приобрести в каком-то австрийском магазине в районе 300 евро. Claxton — это старинная английская фамилия, в графстве Даром есть старое поместье 13 века, еще есть какие-то населенные пункты. Происходит от двух слов древнескандинавского имени Клаккр, или Клак, если упрощать, и древнеанглийского слова Тун, город, Клакстон, то есть поселение клаков, грубо говоря. Перед нами серия от Claxton'ов, и эта серия называется Exploration Series, то есть посвященная исследованиям винокурен и разных мест, где производятся виски. Когда я распечатывал бутылку, я нашел под металлизированным вот этим колпачком монету. Вот такую вот я монету нашел. Я вначале не понял, что с ней нужно делать. Нужно собрать 5 таких монет и, заполнив форму на сайте, ждать от моря погоды. Что-то с этими 5 монетами можно такое получить. Ты, видимо, станешь членом клуба. Exploration Series, как вы видите на лаконичной скетичной этикетке, как всегда, что-то замороченное. Здесь изображен компас. И если приглядеться, здесь на разных бутылках будут отличия. И будут отличия в цвете вот этого вот круга. И будут отличия вот в этих вот координатах географических. Географические координаты — это указание мест, где был произведен виски, в данном случае это винокурня Тоберморе. Цвет отвечает региону или еще чему-то, я пока точно не знаю. По крайней мере, уточнить мне не удалось. Если это бленд, например, Edrington Group, то здесь указаны координаты офиса Edrington Group. Серый цвет вот этого вот круга — это Айла, фиолетовый Speyside, зеленый Highland, голубой Lowland и вот такой вот красновато-оранжевый, что ли, это острова, и также Кэмпбелтаун тоже, по-моему, имеет такой вот цвет круга.
Если вы что-то знаете о цветах, как обычно, расскажите, пожалуйста, в комментариях. Давайте приступим к нашему виски. Валерий предоставил любезно бутылочку розового винокурни Тобермори. Это летчик, кто-то говорит лачейк. Игорь Чепкасов утверждает, что правильно говорить ледьег. Ну, не будем никого шокировать. В основном, как я смог изучить этот вопрос, говорят в Британии летчик. Летчик or лечиг? Лечиг. Леджиг. Винокурня Тобермори производит два вида виски: недымный Тобермори и дымный летчик. Перед нами бутылочка однобочкового летчика 50% крепости. По объему, кстати говоря, 50% крепость – это крепость всех розливов из серии Exploration. Помимо Exploration, Клэкстоны производят также самый их основной розлив – это The Single Cask, то есть тот самый Single Cask, та самая одна бочка. И производят розливы для клубных историй, клубные заказы. Здесь также указано, что виски натурального цвета, отсутствие холодной фильтрации, 13-летний летчик, 0,7, розлив 0,6-10-21. Selected by High Spirits, это у нас голландцы, то есть по заказу голландцев сделан этот розлив. Выбрана бочка, видимо, есть такая опция. Здесь указаны координаты винокурни Тобермори. Тобермори у нас принадлежит сегодня южноафриканской корпорации Дистел. И Дистелу также принадлежит Динстон и Бунахавен. На Динстон я делал обзор и немножечко рассказывал про Дистел. Винокурня находится на острове Мал, севернее островов Юра и Айла. Все 13 лет виски выдерживался в бочках из-под Хереса Педро Хименес. И вот основная причина, почему я выбрал летчик в бочке из-под Педро Хименес. Я обожаю Айлу, выдержанную в бочках из-под Педро Хименеса, и любую возможность попробовать что-нибудь дымненькое. Или, опять же, не обязательно Айлу, да, а, например, летчик, всегда ее использую. И более того, это не просто бочки из-под Педро Хименеса, и не просто 500-литровые хересные бочки. Это Quarter Casket. Бочки 500 на 4 разделить, 125 литров. 125 литров, маленькие бочки, все 13 лет выдерживался в них летчик. Ну, естественно, кто не захочет попробовать такую красоту. Тобермори переводится с гаэльского как колодец Марии, имеется в виду Дева Мария, а летчик переводится с гаэльского как благословенный приют, то есть все вокруг да около веры. Винокурня Тобермори, кстати говоря, называлась раньше летчик и была основана в 1798 году Джоном Синклером. Аромат. Аромат встретил меня из бутылки медицинским кабинетом и сладким приторным дымом. В бокале у нас настоящий концентрат этого дыма, этого медицинского кабинета, криозот, сладкий выдержанный сыр, табачный лист, копченая груша и чернослив, кислые яблоки, лимон, специи. А еще чувствуется классическая такая сернистость летчика. И копченая грудинка, что-то вроде барбекю, может быть. Вау! Насыщенность 10 из 10. Вкус. Уже чуть более грубые тона, горелые нотки, щипы для копчения. Уже перекопченная грудинка, в аромате она была копченая, здесь она уже чуть-чуть начинает подгорать. Здесь грудинка посыпана специями, нарезана такими толстыми ломтиками, подана на блюде с копченой грушей, черносливом, апельсином, обильно полита соком лимона. А еще рядом лежат на отдельном блюде ломтики сыра с благородной плесенью. Деготь и криозот здесь скорее контролируют ситуацию, нежели чем перекрывают все ходы и выходы для дыма, как это происходит в случае с виски с острова Айла. Кстати, кто знает, расскажите, пожалуйста, откуда берется торф для производства виски летчик. Я пока так нахрапом не смог найти эту информацию. Обязательно буду делать обзор об этой необычной, интересной винокурне с просто классными релизами. Здесь у нас просто великолепная история. Та же самая мощная насыщенность, 10 из 10. Сладость где-то, тоже
10 из 10, может быть 9 из 10. Финиш солодочный, чувствуется солодка. Далее развивается, рассеивается и переходит в классический табачную историю, которую мы чувствуем всегда в релизах летчик. И для меня это всегда такой некий дескриптор, когда я пытаюсь отличить одну винокурню от другой. Летчик я, пожалуй, бы отличал по послевкусию, вот этой табачности, сигарности послевкусия. Как будто бы ты встал на утро после выкуренной с вечера сигареты и не почистил зубы. Как я рассказывал, вот в Риохе у нас был обзор. У нас Риоха, летчик Риоха победила в рейтинге Крепкач года 2021. Совершенно великолепный виски. Здесь сразу же вот эта вот история с послевкусием сразу же вот тебя возвращает к тому, что это летчик. И причем ты просыпаешься вот на утро после выкуренной с вечера сигареты, которую ты покурил, наверное, с бокалом какого-нибудь хорошего, дорогого испанского хереса, а может быть еще и закусил сыром с плесенью как раз таки. Очень питкий, как я говорю, нажористый виски, драм которого неплохо было бы, наверное, выпить где-нибудь в шале в горах после небольшого сета, который предварял бы драм летчика, то есть какие-то, не знаю, спейсайды, еще что-то недымное. И вот обычно мы завершаем дегустацию или свой вечер чем-то дымным. Вот здесь вот, наверное, можно было бы как раз финишировать свой сет вот драмчиком такого замечательного летчика. Оценка 89. Что касательно воды. Вначале я подумал, что вода никак не изменяет ситуацию. Вода на самом деле очень неплохо все меняет. Раскрывает с одной стороны солодочность послевкусия, а с другой стороны добавляет и расширяет палитру во вкусе. Там появляются какие-то тропические или садовые, может быть, фрукты, добавляется ментол. Поэтому водички, ложечку на драм можно, чайную ложечку на драм всегда можно добавить. Удивительные виски с максимально расширенной органолептикой, максимально концентрированной органолептикой. Очень яркий, многогранный, просто давящий на твои рецепторы, кричащий о том, что это летчик. Мне все понравилось, например, эта солодка, но этот виски близок к шедевру PX Quarter Cask. Прекрасная бутылка. Кстати говоря, некоторое количество сэмплов еще осталось. Итак, не пейте. А если пьете, то пейте только правильными глотками и только правильные дистилляты. Пока.